той деревне, что затерялась между холмами и старыми еловыми лесами, всегда было тихо. Даже ветер здесь ходил осторожно, словно боялся нарушить вековой покой. Люди жили просто, выращивали яблоки, чинили крыши, по вечерам выходили на крыльцо и слушали, как стрекочут кузнечики. И именно там однажды появился щенок. Никто точно не знал, откуда он взялся. Утром семья Олсен нашла его у калитки. Маленький комочек золотистой шерсти, весь в росе. Он сидел, поджав лапы, и смотрел на дом так, будто давно его искал. Шерсть у щенка была необыкновенно густая, теплая, словно солнце запуталось в каждом волоске. Белые отметины украшали грудь и кончики лап, а глаза были разными. Один глубокий янтарно-карий, будто в нем отражалась осенняя земля. Второй басом чистый небесно-голубой, как ясное утро. Он смотрит так, словно все понимает, прошептала миссис Олсен. Когда щенок поднялся и радостно завилял хвостом, из его пасти вырвался странный звук. Не лай и не скулёж, а тихая, почти музыкальная нота, словно от далекой флейты. Так он и получил имя – Чаки. Дом Олсенов стоял на самом краю деревни, там, где дорога постепенно растворялась в траве. Старый каменный, с мшистыми стенами и широким крыльцом, он хранил в себе тепло многих поколений. Сад за домом был настоящим маленьким миром. Яблони, вишни, кусты малины, цветы, над которыми всегда кружили пчелы. Птицы здесь не боялись людей, а по утрам их пение было таким громким, что, казалось, просыпается сама земля. Чаки быстро стал частью этого мира. Он спал у очага, терпеливо ждал, пока дети, Эрик и Лина, соберутся в школу, а потом шел рядом, не отбегая ни на шаг. Иногда он шел чуть впереди, иногда чуть сзади, словно охраняя их со всех сторон. Когда дети смеялись, из груди Чаки вырывался низкий рокот, не рычание, а спокойный, довольный звук, похожий на далекий гром. Другие собаки в деревне были обычными. Они лаяли на прохожих, гонялись за курами, рылись в мусоре. Чаки был другим. Он понимал команды с первого раза, даже если их не произносили вслух. Иногда казалось, что он угадывает мысли. Он ловил мышей, кротов, даже мелких зайцев, но никогда не убивал их. Чаки аккуратно брал добычу зубами и нес к дому, а потом вечером относил к роще и отпускал. Старики качали головами. «Это не собака», — говорили они, — «это знак». Но никто не боялся Чаки, напротив, рядом с ним было спокойно. Однажды в конце лета Чаки исчез надолго. Он не вернулся к ужину, и миссис Олсен уже начала волноваться. Нашли его в зарослях малины. Щенок сидел неподвижно, а перед ним крошечная змейка, тонкая как травинка. Она дрожала, готовая укусить, но Чаки не делал ни резкого движения. Он осторожно разгреб землю лапами, устроил неглубокое гнездо из сухих листьев и травы и аккуратно положил туда змейку. Потом лег рядом, прикрыв ее своим теплым боком. Так началась их странная дружба. Прошли недели, змейка росла. Чаки приносил ей еду, мелких грызунов, которых ловил сам. Ночами он грел ее, а днем лежал неподалеку, наблюдая. Когда наступила осень, стало ясно. Это не просто змея, она была коброй. Любая другая собака убежала бы. Чаки остался. Кобра привыкла к нему. Она больше не поднимала капюшон, не шипела. Иногда она подползала ближе и спокойно лежала рядом. Зимой в соседний дом въехала новая семья. С ними был пес, огромный, черный, с жестким взглядом. Его звали Бруно. Бруно ненавидел все живое. Он рвался с цепи, рвал забор, рычал на детей. Однажды он сорвался. Он напал на Чаки внезапно, сзади, у края сада. Чаки не успел увернуться. Они покатились по земле, и злобный лай разорвал тишину.
И тогда из малины выскользнула тень. Кобра поднялась, расправив капюшон, и ударила. Бруно отскочил с воем, кровь капала с его морды. Он убежал и больше никогда не приближался к дому Олсенов. С того дня никто в деревне не смел тронуть Чакки. Годы шли. Когда в деревне ссорились, Чакки уходил подальше, туда, где тишина была честнее. Когда кто-то плакал ночью, он садился у двери и слушал, не царапая, не скуля, просто присутствуя. Иногда миссис Олсен просыпалась от ощущения, что в доме стало спокойнее, будто кто-то незримо убрал тяжелый груз с груди. Она не знала, что Чаки в такие ночи тихо рокотал во сне, низко, глубоко, словно разговаривал с самой землей. Лес за домом Олсенов был старше деревни. Там росли деревья, которые помнили первые тропы и первые костры. Чаки ходил туда часто, но не как обычная собака, не с азартом, не с любопытством, а с уважением. Он останавливался у поваленных стволов, нюхал кору, слушал. Иногда он сидел неподвижно по часу, глядя в чащу. В такие моменты из его груди исходил едва уловимый звук, почти неслышный, как дыхание спящего мира. Кобра впервые последовала за ним именно туда. Она не боялась леса. Лес знал ее. Когда кобра подросла, Чаки стал учить ее выживать. Он показывал, где безопасно греться на камнях, где прячутся мыши, какие тропы обходить стороной. Он не командовал, он делился. Если кобра ошибалась, он не вмешивался сразу. Только когда опасность становилась реальной, он вставал между ней и угрозой. Так она училась осторожности. Так он учился отпускать. Эрик и Лина росли, их школьные ранцы стали тяжелее, разговоры тише, а смех реже. Чаки все так же сопровождал их, но теперь шел немного дальше, словно давая пространство. Когда Эрик впервые пришел домой с разбитыми костяшками, Чаки лег рядом и положил голову ему на колени. Никаких звуков, только тепло. Когда Лина впервые плакала из-за слов, сказанных ей в спину, Чаки сел у двери ее комнаты и не уходил всю ночь. Дети не знали, почему рядом с ним становилось легче, но знали, он всегда будет рядом. После укуса Бруно изменился, он больше не рвался с цепи. Его взгляд стал тревожным. Иногда он смотрел в сторону сада Олсенов и тихо скулил. Он видел кобру во сне. Он видел глаза Чаки, не злые, не торжествующие, а спокойные. И именно это пугало сильнее всего. Инстинкты подсказывали Бруно, есть существа, с которыми нельзя бороться силой. Та зима была странной, снега почти не было, земля оставалась темной и влажной. Старики говорили, что это плохой знак. Чаки стал уставать быстрее. Его шаги замедлились, дыхание стало глубже. Кобра все чаще лежала рядом, обвивая его тело кольцами. Она чувствовала, время меняется. Однажды ночью Чаки поднялся и пошел к лесу. Кобра последовала за ним. Они дошли до старого дуба, расколотого молнией много лет назад. Там Чаки остановился и долго смотрел в темноту. Он прощался. В тот день солнце было мягким. Чаки лежал под яблоней. Лепестки падали на его шерсть, запутываясь в золоте. Кобра лежала рядом, не двигаясь. Когда Чаки выдохнул в последний раз, из его груди вырвался звук. Тихий, протяжный, мелодичный. Он не был печальным. Это был звук завершения. Кобра подняла голову и замерла. Она не шипела, она не двигалась. Она запоминала. Когда Чаки похоронили, деревня притихла. Даже собаки не лаяли. Ночью под яблоней появился тонкий след. Кобра обползла холм, оставляя узор на земле. Она лежала там долго, пока не почувствовала – все, ее долг исполнен. Она ушла в лес, туда, где не нужны имена. Прошли годы. Эрик уехал учиться в город. Лина осталась помогать родителям. Яблоня подросла, ее плоды стали особенно сладкими.
Иногда дети деревни говорили, что видели в саду золотую тень. Иногда кто-то слышал странную мелодию на рассвете. А однажды весной в малине нашли пустую змеиную кожу, целую, аккуратно оставленную, словно знак. Легенды живут не потому, что их рассказывают. Они живут потому, что кто-то когда-то был по-настоящему добрым, по-настоящему верным, по-настоящему живым. И если ты когда-нибудь окажешься в тишине, где сердце вдруг станет легче, возможно, это просто Чаки проходит мимо. Он все еще охраняет.